Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня будем с вами вязать вот такой необычный узор. Мы такой не вязали, это точно. К нам в группу ВКонтакте наша подписчица прислала вот такую фотографию и попросила разобрать этот узор, помочь ей разобраться с этим узором. Вроде бы на вид он простой, но вот у нее ничего не получилось. Я тоже подумала, что узор простой, тоже попыталась что-то там, но у меня тоже ничего не получилось. К счастью, у меня есть подруга по нашему хобби, мы подружились в интернете. Это Айрин Близзард. У нее есть группа ВКонтакте, у нее есть аккаунт в Инстаграме. И вот она-то мне и сказала, что это свитер от бренда Макс Мара. Это известный итальянский бренд, и Ирина сделала схему к этому узору. К слову сказать, Ирина профессионально переводит описание из вязальных журналов. Она составляет схемы по фото узоров. Ссылки на ее группы я оставлю под видео. Заходите, подписывайтесь, обращайтесь. Очень интересные у нее группы, очень интересный у нее контент. Не такой, как у всех. Ну а что касается этого узора, он немного отличается, конечно, так как на фото все-таки свитер связан на машинке. А вот когда мы вяжем вручную, то получается вот такая красота. И давайте мы свяжем. Я сейчас покажу схему, которую составила Ирина. Вот такая схема. Она будет в процессе вязания перед вами. На схеме петли все показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. По этой схеме очень удобно вязать по кругу. Просто вяжем, читая все ряды справа налево, вяжем по кругу. И ничего тут особенного нет. На лицевой глади мы перекрещиваем петли в разные стороны. Но вот в чем фишка, как перекрещивать эти две петельки. Всего 2 петли перекрещивается. И сейчас я вам покажу. Раппорт узора составляет 10 рядов в ширину и 28 рядов в высоту. Но мы с вами свяжем половину раппорта, вот 14 рядов, 10 петель и 14 рядов. Потому что вторая половина вяжется точно так же, только в шахматном порядке. И схема будет, схему я выставлю, и вы уже самостоятельно, поняв, как вяжется первая половина, вторую вы свяжете самостоятельно. Ну, давайте начнем. Давайте скажем Ирине спасибо. Огромное спасибо за такой прекрасный узор. Да, кстати, вот такая у него изнанка. Симпатичная. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и половину раппорта в высоту. Набираем на спице 12 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы провязываем 2 лицевых. Затем 2 петли нам нужно перекрестить в левую сторону. Смотрим внимательно. Первую петлю мы оставляем на дополнительной спице перед работой. Я просто меняю петли местами. Вот первая петля, оставляем ее перед работой на левой спице. Следующую петлю за ней провязываем лицевой петлей. И снимаем, не провязывая, петлю с левой спицы. Я снимаю ее вот так. Вот если я так сниму, у меня она получится перекрещенная. Я вот так ее снимаю. Дальше будет 6 лицевых. Все, мы закончили первый ряд. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. В данном случае все петли провязываем изнаночными. Все. И снятую петлю тоже мы провязываем изнаночной. Третий лицевой ряд. После кромочной провязываем лицевую петлю,
Теперь 2 петельки нам нужно перекрестить вправо. Оставляем одну петлю, первую петлю оставляем за работой на дополнительной спице, либо вот так меняем петли местами. Затем вторую петлю перебрасываем на правую спицу, не провязывая ее. Провязываем лицевой петлю, оставленную за работой, и вот у нас не провязанная петля так и остается. Далее 2 петли перекрещиваем в левую сторону, точно так же, как перекрещивали в первом ряду. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем лицевой вторую петлю, следующую за ней, и снимаем, не провязывая первую петлю на правую спицу. Вот так. Далее будет 5 лицевых до конца ряда. В 4 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. Пятый лицевой ряд. Сразу после кромочной 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Снова первую петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Вторую петлю снимаем, я ее разворачиваю вот так вот, не провязывая, на правую спицу, и следующую петлю, оставленную за работой, провязываем лицевой. Далее 2 петли мы перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, снимаем, не провязывая, провязываем вторую петлю лицевой петлей и снимаем, перебрасываем на правую спицу первую петлю, не провязывая ее. До конца ряда у нас будут лицевые петли. В 6 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Видите, как интересно получается? Такая прям рельефная косичка необычная. 7 лицевой ряд. Провязываем лицевую петлю. 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой. Снимаем, не провязывая, следующую петлю на правую спицу. Петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну петлю оставляем перед работой, не провязывая. Вторую петлю вяжем лицевой. И петлю, оставленную перед работой, снимаем на правую спицу, не провязывая. И 5 лицевых у нас будет до конца ряда. В 8 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. 9 лицевой ряд вяжем точно так же, как вязали 5 ряд. Сразу после кромочной 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой. Снимаем, не провязывая, вторую петлю на правую спицу. Петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну петлю оставляем перед работой. Следующую петлю провязываем лицевой. И снимаем не провязанную петлю, оставленную перед работой, на правую спицу. И 6 лицевых у нас будет до конца ряда. В 10 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. 11 лицевой ряд вяжем точно так же, как вязали 3 и 7 ряд. После кромочной провязываем лицевую петлю и 2 пары петель перекрещиваем, как обычно. Первую пару перекрещиваем в правую сторону. Петлю оставляем за работой. Следующую петлю снимаем, не провязывая, на правую спицу. Петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой петлей. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Петлю оставляем перед работой, первую. Вторую провязываем лицевой петлей. И первую петлю, оставленную перед работой, перекидываем на правую спицу, не провязывая. До конца ряда у нас будет 5 лицевых.
12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 2 петли в правую сторону. Одну оставляем петлю за работой, снимаем, не провязывая петлю на правую спицу, вторую петлю на правую спицу, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой петлей. И 8 лицевых до конца ряда. И в 14 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Посмотрите, как интересно получается. Вот, конечно, мы провязали маленький всего лишь кусочек, всего лишь часть раппорта, но вот все равно уже видно. И представьте, как красиво будет смотреться, когда уже связано несколько раппортов. Здесь у меня нитки тонкие в образце, 50 грамм 200 метров, это акрил. Здесь 50 грамм 135 метров, это полушерсть. И вот даже здесь мне больше нравится, как-то вот рельефней. Все, давайте скажем спасибо Irene Blizzard за такой замечательный узор. Ставьте лайки, если он вам понравился, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылкам в группу к Ирине, подписывайтесь на ее группу. Приглашайте к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!